Петрова меняет Петренко, Сидорова Сидоренко, а коррупция все больше и больше. Расследователей больше, и коррупции больше. Антикоррупционных органов, дорогостоящих, больше. И коррупции больше, она не уменьшается. Родина, друзья, это не жопа президента. Здравствуйте, друзья! Сегодня видео будет не такое, может быть, динамичное, как обычно, потому что очень много тем. И я хотел бы на очень важных моментах некоторых остановиться подробнее. Почему? Потому что я вижу, как многие люди все-таки склонны верить какой-то шумихе, вместо того, чтобы сконцентрироваться на делах. Проще говоря, я призываю вас верить в то, что вы видите, а не в то, что вы слышите. Давайте пойдем поэтапно. И вот свежие, так сказать, новости. В конце лета Госдеп США направил Украине официальную дипломатическую ноту, также известную как демарш, с призывом продолжить усилия по борьбе с коррупцией для продолжения финансирования. Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. Это видео частично будет посвящено статье, которая вышла в американском издании «Политика». Сейчас какие-то выдержки я очень коротко зачитаю, я не буду вас утомлять, будем больше общаться. И я вам выскажу свою точку зрения на все эти вопросы. То есть, с чего мы начинаем видео и какая главная мысль? Америка и, в принципе, все наши западные партнеры довольно давно уже Зеленского душат по поводу коррупции, борьбы с коррупцией. Кстати, я ненавижу это словосочетание, сейчас тоже объясню. И называется статья «Политику», и главный тезис в чем? Что давление и претензии США к Зеленскому гораздо более сильные, чем это видно в медиа. То есть, публично Белый дом не оказывает такого давления, которое происходит на самом деле, для того, чтобы не развязывать руки своим оппонентам. Наверное, они под этим подразумевают республиканцев, ну и, скорее всего, не радовать Путина, что вот это вот как раз логично. Читать, естественно, статью полностью не буду. Там все с тезисами, что не устраивает, что нужно менять, везде борьба с коррупцией, борьба с коррупцией, борьба с коррупцией. Пару предложений зачитаю, просто важно, і сразу їх обсудимо. США також хочуть, щоб Україна виробляла власну військову техніку, створивши вітчизняну оборонну промисловість, здатну задовольнити основні потреби, а також середовище, яке сприятиме розвитку стартапів в сфері оборонних інформаційних технологій, як зазначено в одному з цих конфіденційних розділів. Давайте здесь поподробнее. Значит, Зеленский приехал с саммита ООН и такой доволен: да, мы будем сейчас строить военные заводы, сейчас мы дадим жару, преподнося это так, как будто он этого бедный 1,5 года, пока идет война, добивался, и 3 года перед этим, а у него ничего не получалось. Как мы видим из этой статьи, нет, это Америка нас к этому подталкивает. И тут же они объявляют, что завод Байрактар будет построен в Украине. А что, если копнуть глубже? Вот многие из вас увидели, обрадовались и опять наивно. Ну, понятно, мы все хотим верить в лучшее, я за это никого не осуждаю, но важно, чтобы вы знали правду. А правда в том, что такие вещи строятся под государственной гарантией. То есть, если бы мне завтра поручили построить завод с дронов, и у меня есть доступ к технологии, я бы его тоже построил. Но я помню, как глава компании Байрактар, а я напоминаю, Байрактар — это частная турецкая компания, давал интервью Наталье Мосейчук и жаловался, что они ранее хотели построить завод Байрактар в Украине. Свет невозможно провести, то есть электроэнергию невозможно провести, там требуют взятку столько-то миллионов, а теперь резко включился зеленый свет. Но потом стало известно, что завод будет построен только спустя 1,5 года. То есть спустя 1,5 года, может быть, откроется этот завод. Первый вопрос: а почему, если наш Зеленский такой великий внешняя политика, и вообще Черчилль, и вообще наши чиновники хотят победы, в конце концов, давайте будем говорить прямо, почему эти переговоры не были начаты в самом начале полномасштабного вторжения? На 2-й, на 3-й месяц, и добавьте тогда к тому сроку 1,5 года, мы бы уже в конце этого года, ну максимум в начале следующего, открыли бы заводы Байрактар. И так по всем пунктам. Но соль на самом деле не в этом. Соль для меня в другом. На это вообще никто не обратил внимания. Я вам скажу. Байрактар — частное предприятие. Все вооружение, все боеприпасы, которые мы получаем, построено частными фирмами, в основном в США, а так вообще по всему миру. А почему тогда у нас Укроборонпром до сих пор государственный? И Зеленский у той же Мосейчук рассказывал: мы там сейчас столько вооружения делаем, но если там какие-то левые контракты куда-то, я так понимаю, с намеком на Африку, Азию, и я бью по рукам, то есть, опять же, ручное управление государством а-ля Лукашенко. А почему не приватизирован был Укроборонпром вообще при Зеленском? Вот можно задать такой вопрос.
А почему Укроборонпром не приватизирован сейчас, во время войны? Почему мы, такой великий демократ, говорит частным компаниям из Америки, вот с Турции, давайте будем строиться, давайте все будем, но сама Украина, блин, уперлась в государственное предприятие? Потому что это кормушка. Потому что Зеленский пришел в воюющую уже страну. И эта проблема с Путиным уже была. И это никакая не новость про то, кто такой Путин и какие у него планы. И про опасность в будущем. Он не создал ни профессиональную армию в 40-миллионной огромной стране в центре Европы, которая уже подверглась военной агрессии со стороны Путина. Он не приватизировал военно-промышленный комплекс. А если бы Зеленский, ну максимум в начале войны, хотя он знал за полгода до этого, представьте, что если бы он осенью 2021 года приватизировал бы Укроборонпром или хотя бы разрешил просто частным компаниям в эту сферу зайти. Я вам гарантирую, мы бы подошли к этой войне в гораздо лучшей ситуации, и все у нас было нормально. Но также я вам расскажу вещь, которую тоже мало кто говорит. На самом деле ничего во время войны серьезного на территории Украины ВПК, частная компания, не будет построена. В Польше что-то построят, там на границе, может в Прибалтике. Ну, то, что будет работать на Украину. На территории Украины ничего не будет построено, никакая страховая компания не застрахует такие заводы. Это очень дорогостоящая линия, это очень дорогостоящее предприятие. Под риском ракет никто это делать не будет. Поэтому даже то, что я озвучил про Байрактар через 1,5 года, я это взял из открытых источников, это опять просто разговоры. А я напоминаю, с чего мы начали видео. Верьте тому, что вы видите, а не тому, что вы слышите. Заканчивая с этой статтей из «Политика», зачитываю последний важный тезис, потому що він дуже важен. Один із способів, яким, на думку Вашингтона, це станеться, це англійська мова, ну, тобто влияння. У стратегії зазначено, що США пропонують технічну та іншу допомогу Міністерству освіти України для покращення викладання англійської мови, а також вважають, що викладання англійської мови може допомогти реінтегрувати українців, звільнених від російської окупації. В чьей программе реформ английский является вторым официальным наряду с украинским? В моей. Ни у Зеленского, ни у так называемой оппозиции, ни у всяких там, не буду говорить кого. У меня в программе, изложенной на моем канале, весной этого года, вот ссылка, кто не видел, четко об этом сказано. А теперь этого хочет официально Вашингтон. Так кого вы, уважаемые зрители, должны после этого слушать или хотя бы... Не верьте на слово, прислушиваться, брать то, что я говорю, во внимание, если вы, допустим, со мной во всем не согласны или вообще видите меня впервые. Кстати, обязательно подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, потому что вам важно получать эту информацию, если вы, как и я, хотите сделать Украину великой и хорошего будущего для Украины. С конкретикой. Не с этими вот пустыми балачками, популизмом, с конкретикой. Это сейчас наиболее важный критерий. Американські урядовці також допомагають Україні розбудувати спроможність переслідувати воєнні злочини у власній судовій системі. Бажані проміжні результати включають підбір понад 2000 нових суддів і розгляд понад 9000 скарг на неправомірну поведінку суддів. Стратегія також передбачає відновлення дипломатичної присутності США в Україні, там розширюючи на інші міста. Це вже не так важно. Суть, главное здесь вот в чем. Вот эти все 1000 судей, 2000 судей убрать, там пересмотреть, ничего из этого не сработает. Судейский корпус должен быть уволен под ноль, если мы хотим жить по закону все, независимо от социального статуса, состояния всего остального. Быть цивилизованной, наконец-таки, страной. Мы, Украина, заслужили это, выстрадали уже. Всех судей до свидания, британское право, и все судьи должны избираться местными общинами на местах. Сами жители какого-то конкретного населенного пункта должны выбирать, кого они хотят видеть судьей. В избирательной системе, избирательным путем. Я уже говорил, это тоже входит в мою программу реформ. Вы должны знать в глаза, кто будет завтра решать судьбу, не дай бог, вашу, вашего друга, члена вашей семьи. И если вы что-то сделаете не так, будет соответствующая ответственность. А не какой-то дядя по звонку какого-то условного Татарова кого-то куда-то назначил. И дальше эти люди живут отрешенные от всех жизнью, получая космическую пенсию, при этом имея 20 домов, 35 машин, 25 объектов недвижимости за границей. И еще и высокую зарплату вдобавок. И неприкасаемые. Это как это сегодня происходит. Хватит ломать жизни. Хватит жить по телефонному праву. Мы должны жить как США и другие цивилизованные страны. По закону. Другой вопрос, что эти законы должны быть нормальными.
И для этого я скоро публикую свой манифест, потому что тут тоже миллион нюансов, вы тоже должны правильно все понимать. Теперь дальше всплывает новость, по-моему, это The Economist опубликовали. Энергоинфраструктуру Украины не успевают подготовить к зиме. И начинает наш министр энергетики плакаться, что вот Запад не дал там какие-то составляющие, вовремя компоненты. Мы сейчас шпарим круглые сутки, но все равно не успеваем. А что же вы такие за политики, чиновники, реформаторы, и вы такие великие? Вот мы кричим, что мы великие. Обижаемся на Илона Маска. Не я, Зеленский, его кодло и людей настроили. Почти год прошел с того момента, как Путин атаковал нашу энергосистему и вывел из строя около 30% из нее, и мы ничего не успеваем. А чем вы год занимались? А зачем вы вообще там? Зачем вы вообще там? Я людям говорю, вот вам результат работы министерства. Они все должны быть закрыты. Маленьких департаментов крошечных будет достаточно. Это все распил нашего бюджета. О бюджете на следующий год мы в отдельном видео с вами поговорим. Просто примите это к сведению. И по поводу, вот еще возвращаясь к политику и к этим всем новостям, вы поймите, никакой борьбы с коррупцией на самом деле не нужно. Потому что сделали НАБУ, САП, кучу там этих. Вот у нас эти антикоррупционеры, великие журналисты работают. Журналисты наши, антикоррупционеры, расследователи, которые, ну, наверное, делают полезное дело. Ну, просто нам это нравится, мы какую-то сатисфакцию получаем, что кого-то раскрыли. Но это, главное, не решает никакую проблему. Потому что они называют фамилии вам и говорят саму проблему, то есть описывают вам проблему. Решение они не предлагают. Я предлагаю вам решение. То есть можно бесконечно менять фамилии, сколько уже лет проходят расследования там, Бигуса, Ткача, всех остальных, там еще есть расследователи хорошие. Ну, уже лет 15, да, наверное. 10 точно, потому что точно это активно началось после последней революции. А решения проблемы нету. Петрова меняет Петренко, Сидорова Сидоренко, а коррупция все больше и больше. Расследователей больше, и коррупции больше. Антикоррупционных органов, дорогостоящих, больше. И коррупции больше, она не уменьшается. Потому что идет борьба со следствием, так имитация борьбы со следствием. А нужно ломать причины. Я говорю ломать причины. Если есть министерство, в котором коррупция, закрываем министерство. В Украине, к сожалению, уже ничего не сработает. Есть легкая болезнь, которая таблеточки попил, неделю и вылечил. А есть там, где резать надо. В Украине нужно только резать. 32 года и пришедшая на нашу голову война, я думаю, это уже однозначно доказало. И то, что там сейчас США давит на Зеленского, и вам я хочу сказать в преддверии выборов, которые, возможно, будет, сейчас поговорим. Зеленский сбитый летчик. Все, кто поставит сейчас на Зеленского, вы все прогорите, потому что США с ним уже все поняло, весь западный мир с ним уже все понял. Они поняли, что это за человек. Они поняли, что этот человек ничего не делал до войны, ничего не собирается делать во время войны. Окружение его разрывает Украину, зарабатывают колоссальные деньги. Поэтому раньше я говорил, даже во время войны они там воруют. Особенно во время войны они воруют. Забудьте про Зеленского. Нам нужны выборы и нам нужен новый президент. Украинская правда анонсировала, что запускают ток-шоу, еженедельное, я так понимаю. Очень жесткое было промо, я у себя в телеграм-канал выкладывал, заходите, обязательно посмотрите. Я очень надеюсь, и там, кстати, я рассказывал, ОПшный телеграм-канал открыто угрожает посадить Томаша Фиалу, собственника «Украинской правды». Это все ненормально. Я надеюсь, что это ток-шоу будет отличаться от Шустера, от Гордона, что здесь будут обсуждаться реальные вещи, а главное будут включения с людьми, которые реально что-то предлагают, новое, и реально хотят решить проблему, а не в очередной раз заболтать и поболтать про фамилии и просто пообсасывать эту проблему. Это уже все никому не надо. У нас в стране война, у нас отжали территории. Или мы сейчас с этого вылезаем, выплываем и меняем, делаем новую великую успешную Украину, или ничего хорошего в будущем нас не ждет. Интересную статью опубликовала Bloomberg, издание американское. Решение Конгресса не давать денег Украине стало ударом для Байдена и европейских союзников. По данным издания, один из лидеров ЕС предсказал, что ситуация, вероятно, усложнится по мере приближения выборов в США. Другой высокопоставленный чиновник заявил, что проблема с финансированием вызывает беспокойство и должна быть решена быстро. Несмотря на то, что Байден пообещал, что помощь Украине не прекратится, получить новые миллиарды Киеву все труднее. Это чистая правда. И опять возвращаемся к тому, с чего начал это видео. Что не верьте словам, тому, что вы слышите, верьте действиям. Я вам не нравлюсь, хорошо, нравится Зеленский, великолепно. Ну ничего хорошего, но допустим.
Но вы же видите, что реально помощь усложняются, возникают трения, и довольно-таки острые трения. И это уже не кулуарно, это полностью открытая информация. Путин сейчас там кайфует, сидит, а мы переживаем. Так вот, запомните, это происходит не потому, что я или вы плохие, или кто-то из украинцев плохой. У нас плохой президент, у нас плохое правительство, плохой Кабмин, весь госаппарат гнилой. Гнать их всех поганой метлой. Вот кто виноват во всем. Кто-то погибает в окопе, они занимаются все собой. И так, в обеденный перерыв между делом где-то там государством. Вот кто сейчас у власти. Следом приходит новость, что высокопоставленный чиновник НАТО предупредил, что уже видно дно бочки в плане боеприпасов. То есть, если раньше это было бездонное дно, то теперь видно дно бочки. Опять же, это не я сказал и не придумал. Это открытая информация. Значит, опять плохая новость. И сразу две цитаты следом, не две цитаты, две важных новости. Сообщается, что в конце декабря якобы будут финальные переговоры по поводу вступления Украины в Евросоюз. Я никак не выпущу видео, надо выпускать. Мое мнение, если хотите, никакого Евросоюза в ближайшие 5 лет для Украины не будет. И дальше пишет BBC News, что адмирал Роб Бауэр, председатель военного комитета Альянса, заявил на Варшавском форуме по безопасности, что странам необходимо нарастить производство военной техники. Адмирал Бауэр заявил, что некоторые страны НАТО отправили грузы в Украину, несмотря на то, что их склады заполнены менее чем наполовину. То есть нам чуть ли не последние отдают партнеры. И там же министр вооруженных сил Великобритании, это серьезно уже, Джеймс Хиппи, как сообщается, заявил, что западные поставки выглядят немного скудными и призвал членов НАТО взять на себя обязательство тратить 2% своего ВВП на оборону. В общем, нагрузил я вас новостями и много еще чего хотел сказать. Не хочу этим перегружать вас. И поверьте мне, это только кажется негативом. Но на самом деле это просто конкретное следствие, конкретные события, которые я предрекал ранее на видео, на стримах. Когда все бегали, кричали «Зеленский, Черчилль». Ну да, там у нас внутри проблемы, но внешняя политика на высоте. Ни на какой, она не на высоте. Рассказывали, что Ермак управляет, и это правда. Украина сейчас внутри, фактически Ермак президент Украины внутри. И я всегда говорил, Зеленский это министр иностранных дел с экстрафункциями. Ну, теперь туман рассеялся. Вот вам результат работы Зеленского. И не надо мне сейчас ничего рассказывать. Вчерашний скандал с Илоном Маском очень многое показал. Я просто хочу еще раз вам сказать, чтобы вы правильно понимали. Как человек, который находится в Америке. Америка помогает нам, украинскому народу, ради нашего будущего. Она не помогает конкретно Зеленского. Но Зеленский, так случилось, президент Украины. И он представляет наши с вами интересы. И если Зеленский испортил отношения с Польшей, то он испортил их и для нас с вами. Потому что конкретно Польша не будет рассматривать вас или меня отдельно. Это украинец, гражданин Украины, вот все. Точно так же с Илоном Маском. На будущее испорченные отношения. Надеюсь, новый президент их наладит и будет сотрудничать. Кто должен быть новым президентом, не знаю, подумайте сами. И заканчивая это видео, я хочу вам напомнить, я недавно вот там про российскую интеллигенцию, которая имеет смелость говорить что-то против Путина, вспоминал, и там Шевчука публиковал перепалку с Путиным. Сейчас я вам поставлю маленький отрывок, что Шевчук сказал своей публике перед одним из своих концертов. Родина, друзья, это не жопа президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка, нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это Родина. Знаете, что меня в этом всем пугает? Что вот это все, что говорится сейчас в адрес Путина, ну, 80%, все, что не касается напрямую агрессии, потому что Украина не агрессор и никогда ни на кого не нападала. Конкретно про действия Зеленского, вот это все можно применить и к Зеленскому. И людям, которые до сих пор в розовых очках, я хочу сказать, что Родина – это не задница президента, чтобы ее елозить. Родина – это бабушка, которая сейчас где-то в Украине торгует каким-то луком, какими-то овощами, подбегает мент, чуть ли не лупит ее, выгоняет во время войны. Вот что Родина. Чем дольше вы так будете жить, вот с таким пониманием вещей, тем больше будет приходить таких новостей, которые я вам сегодня зачитал. Хотите изменений? Нужен другой президент, и нужно предъявлять требования этому президенту. Потому что на них там давит Белый дом, нужно давление общественности. Ни Майданы, ни митинги, я на это вас призывать не буду. Медийное давление нужно оказывать. Определитесь с тем, чего вы хотите. Упомянул тут полицию, и про министра МВД там тоже новости, надо как-то отдельно тоже снять видео.
В общем, вот это то, что я хотел вам сегодня рассказать. Мне интересно ваше мнение по поводу всего происходящего. Напишите, пожалуйста, в комментариях. Еще раз говорю, кто первый раз на моем канале, обязательно подпишитесь и поставьте колокольчик. Комментируйте, это важно. Спасибо за внимание. Пока.